очень много машин, здесь шумит хайвей, но я решила записать для вас это видео. Я постараюсь убрать шумы на монтаже, но если вы что-то немножко услышите, я надеюсь, что вы не обидитесь, потому что сзади меня прекрасный вид на город. Итак, сегодня я бы хотела поговорить с вами о том, как начать говорить на русском языке. Если вы учите его уже 3, 4, 5 месяцев или даже полгода, или может быть год, но вы так еще и не начали говорить на русском языке. Что же делать? Вначале я хочу рассказать, почему же так происходит, почему же вы учите язык такое долгое время, и у вас не получается разговаривать на нем. Перестаньте быть перфекционистом. Поймите, что нельзя делать сразу очень хорошо. Запомните, что первые полгода в изучении языка самые сложные, потому что поначалу мы поверхностно изучаем язык. Мы пропускаем простые темы, мы думаем, что это очень легко, что на этом не стоит заострять внимание. Пропускаем простые темы, 1, 2, 3, 4, 5. И у нас набирается такое огромное количество невыученных тем, непонятых, что это все нарастает, как снежный ком. Вы не закрепляете эти знания, и постепенно у вас образуется просто огромная пропасть. Огромная пропасть в изучении языка. Запомните простую истину. Для разговорного языка нужно проговаривать фразу не 1, не 2 раза, не даже 3 раза или 5 раз. Нужно проговаривать фразу 100, 200 раз, для того, чтобы она записалась в вашей голове, и чтобы в нужный момент вы смогли ее использовать. Они долго копались в мозгу и вспоминали ее, когда она используется, как ее говорить, с какой интонацией, какое должно быть произношение буквы «Р», какое должно быть произношение буквы «А». Вы должны говорить ее на автомате. Поэтому, друзья, не начинайте со сложного. Сначала проговорите простые фразы, проговорите их до автоматизма, до того момента, пока вы не начнете понимать их и употреблять в своей речи за 1 секунду, за миллисекунду. Смотрите мои видео до того момента, пока вы не начнете понимать каждое мое слово, каждую мою фразу. Не ленитесь, делайте это по 10-15 минут в день. По 3 раза просматривайте видео, и уже через неделю вы заметите результат. И еще один совет. После того, как вы закончите свой день, рассказывайте самому себе, что интересного произошло сегодня. Можете составить небольшой план, написать его на бумаге. План вашего дня, что интересного произошло сегодня. И потом по этому плану просто рассказывайте самому себе на русском языке, используя простые фразы. Так вы отточите ваше мастерство и запомните, в каком случае вы можете сказать ту или иную фразу. Ну что, друзья, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик к себе. Ну а теперь немного красивых видов Сиэтла. Наслаждайтесь и учите русский язык вместе с Easy Russian. Друзья, вы не подумайте, я не одна такая идиотка, которая снимает видео на мосту.